Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир моделей. Меня зовут Павел. Сегодня у нас с вами передача, посвященная новинкам нашего магазина. Сегодня мы рассмотрим модель от компании Hobby Boss в 48 масштабе. Модель вот такого штурмовика морского базирования А6Е Intruder. Вот. Не буду вам давать полную историческую справку. Очень известный самолет, известный по своим успешным боевым действиям во Вьетнаме. Самолет является дозвуковым, то есть с небольшой скоростью полета, с большой бомбовой нагрузкой. Его непосредственная задача была это нанесение бомбо-штурмовых ударов. В чем его необыкновенная отличительная особенность? Неожиданно такое решение, оно не очень часто встречается вообще в авиации. Пилоты сидят плечом друг к другу. Из-за этого у них вот такая широкая кабина, напоминает рыбу-головастик. То есть оператор наведения вооружения сидит рядом с пилотом плечом к плечу. Тактически, может быть, это и невыгодно, но, тем не менее, вот конструкторы решили это сделать таким вот образом. Если вы хотите наиболее полно посмотреть, вы можете посмотреть очень известный американский фильм, называется «Полет нарушителя». Там очень хорошо показано, как они наносили удары по вьетнамским позициям, как они воевали, как их добивали. Вот. Ну, теперь мы непосредственно рассмотрим содержимое коробки. Итак, здесь у нас инструкция. Это традиционно для компании Hobby Boss вот такая вот книжечка. Естественно, сборка всего происходит с кабины. Потом элементы шасси. Дальше я показывать, в принципе, подробно ее не буду. Обязательно посмотрите, когда будете собирать и думать над прототипом той модели, которую вы хотите построить, посмотрите внимательно на последнюю страничку, потому что данный штурмовик нес большую номенклатуру свободно падающих бомб вот, для различных ударов различного назначения. Вот, поэтому нужно очень четко определиться с подвеской, что вы именно хотите подвести под него. Кроме того, дается вот такая вот цветная инструкция, где описывается его бортовой номер, ну и борт авианосца, на которому данный штурмовик был приписан. Вот. Отдельным листком они дают это именно вооружение, маркировка вооружения. Надо обратить внимание на таким образом фирма очень хорошо упаковывает декаль. Декаль они укладывают вот таким вот образом и запечатывают ее с двух сторон. Также имеется декальный лист, который можно использовать для маркировки свободно падающих бомб. Вот, теперь рассмотрим содержимое коробки непосредственно. Ну, основные детали, конечно, это вот детали две половинки корпуса. Вот таким вот образом. Это ниша воздушных тормозов. Вот хотел бы обратить внимание на крылья. Крылья даны таким образом в реальной жизни во время своего службы на палубе очень часто перед тем, как убирались самолеты в подпалубное помещение, естественно, крылья у них складывались. Поэтому самолет можно собрать как со сложными крыльями, так и с крыльями выпущенными, опущенными. В данной модели это здесь предусмотрено. Вот как раз иллюстрация того, о чем я говорю. Вот как раз вариант, который позволяет собрать машину либо с разложенными, либо с убранными крыльями. Причем
Для экономии места очень часто подвешивали все вооружение под пилоны самолета, и крылья опускались в самый последний момент. Даже выруливался самолет на точку крепления переднего колеса катапульты, передней стойкой шасси, и потом уже самолет уже отправлялся на боевой вылет. Вот. Отдельно хотелось бы рассказать про остекление. Вот фирма Hobby Boss делает вот таким вот образом. Здесь вы видите вот такие вот, кроме того, что остекление убрано в полиэтиленовые пакетики, каждый в свое, в отдельное. Кроме того, что они еще их упаковывают, чтобы они не поцарапались, они упаковывают их в поролон. Кроме того, остекление лежит в отдельном месте в коробке. Таким вот образом. И сейчас мы его аккуратно, вот такое вот аккуратненькое прозрачное остекление. Это неподвижная часть кабины остекления пилота. А здесь у нас часть идет сдвижная. Вот такая вот она. Вот, она сдвигается назад. Ну и поскольку это самолет более, так сказать, я даже не могу сказать точно какого там второго, третьего там или поколения, если вы посмотрите опять же полет нарушителя, там есть очаровательные съемки того, как при подбитии самолета пилоты катапультировались. Катапультировались они сквозь остекление самолета, то есть не было сброса фонаря, как сейчас это есть на современных машинах, на более современных машинах по отношению к, опять же, к этому самолету. Вот, можете посмотреть, это, я думаю, вас это впечатлит. Очень интересно показана съемка покидания поврежденной машины. Вот. Ну и кроме того прочего, поскольку это все-таки у нас штурмовик, фирма Hobby Boss, в отличие от знаменитой и очень неплохой фирмы Хасигава, она дает вот полный развернутый вот такой вот литник, не один литник, на котором находятся топливные баки, различные бомбы различных калибров, веса, есть различные переходники, вот такие вот так называемые ТЭР, которые позволяли вешать туда загружать до большого количества бомб. Очень грозная была в свое время машина, наносила очень мощные бомбовые удары, но была тихоходной, поэтому, в принципе, с ними довольно-таки успешно боролись. Знаменитая зенитная самоходная установка «Шилка» с ними очень успешно боролась. Но, тем не менее, конечно, были боевые потери. Много таких машин было сбито на территории Вьетнама. Многие летчики погибли, многие находились в плену. Ну и были летчики, которым удалось, и, несмотря на повреждения, вернуться. В данный момент этот самолет уже полностью снят с вооружения. Сейчас его заменили штурмовые самолеты, многоцелевые самолеты Hornet. Но в свое время, конечно, эта машина оставила свой след тем, что очень успешно применялась во время войны во Вьетнаме. Вот, также производитель позаботился о моделистах, выпустил вот такую вот небольшую плату фототравления и стойки, которые можно установить. Пластиковые стойки, которые находятся непосредственно в наборе, а можно заменить их металлическими. Для того, чтобы не перепутать, вот производитель заботливо пронумеровал. Ну, носовая стойка, понятно, она будет, а здесь она пронумерована цифрами 2 и 3. Ну, травление, конечно, оно такое толстоватое, характерное для хобби-босса, но тем не менее очень полезная вещь. В некоторых местах это позволяет очень сильно оживить модель. Здесь есть элементы привязных ремней, а также зеркала заднего вида, ну и вот элементы вот такого вот, я думаю, что это что-то идет в шасси, скорее всего, хотя точно надо посмотреть по инструкции. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрели модель, новинку, поступившую в наш магазин. Это модель от фирмы Hobby Boss в 48 масштабе A6E Intruder. Очень интересная машина, машина очень знаковая, хорошо известная всем любителям
американская палубная авиация. Я думаю, это будет отличным подарком. Модель очень хорошо смотрится как со сложенными крыльями, так и с крыльями, находящимися в боевом положении, непосредственно в полетной конфигурации. Я думаю, что модель будет очень интересна. К тому же сейчас есть, у моделях производителей есть элементы, имитирующие палубу авианосца. Я думаю, что полностью загруженный штурмовик с большим количеством бомб, увешанный, очень грозно выглядит. Поэтому я думаю, что очень многие коллеги захотят его, так сказать, собрать и украсить им свою коллекцию. Я думаю, что это будет очень интересная модель, очень хорошо смотрящаяся. Это был магазин Мир Модели. Меня зовут Павел. До новых встреч!